afterwards you have any doubts, you are free to ask, and maybe we can clarify, so there won't be any mistakes. И если после этого у вас еще будут какие-то вопросы или сомнения, что-то, что вы захотите прояснить, вы можете спросить, чтобы не в избежание каких-либо ошибок. People here have their own experience and history of doing a sitting practice like zazen. Люди здесь все имеют свой собственный опыт и историю того, как они практикуют дзен. And one of the biggest issue most people hit at some point trying to sit zazen is the body. Одна из основных сложностей, с которой сталкиваются люди, когда сидят в дзен, это тело. We hit usually the first wall of having discomfort in our body. Первая стена, которую нам нужно пробить, это дискомфорт нашего тела. And some people have maybe more or easier access in sitting in a cross-legged position than others. Некоторые люди более легко садятся в позицию с скрещенными ногами. In the Japanese Zen tradition, it said you have to sit 3 years on a stone. В японской традиции дзен говорится, что вы должны просидеть 3 года на камнях. Meaning that for 3 years you have to exercise the very basic of practice. Это означает, что в течение 3 лет вы должны упражняться в самых базовых моментах практики. And of course this is not about counting days, weeks, months or years, but it's about how you engage yourself in how you're doing it. И здесь, конечно же, речь не идет о том, что сколько дней, сколько месяцев, лет проходит, а о том, насколько сильно вы можете отдать себя в это. Of course, there are better postures to sit in than others. For example, the full lotus posture is the most preferable. Если говорить о самой лучшей позиции для того, чтобы сидеть за дзен, то наиболее предпочтительно это полный лотос. But for some people, this takes quite some time to exercise the full lotus. Mostly because our joint, mostly our hips, are not fully open. Для многих людей требуется какое-то время и нужно делать упражнения для того, чтобы стать способным сесть таким образом. Во многом это обусловлено тем, что наши суставы и бедра, таз не открыты. And some of our ligament and muscles don't really cooperate in what we're trying to do. По той причине, что связки и мускулы недостаточно скоординированы, не работают нужным образом. And I heard that there's a yoga teacher here, so maybe you can get consultants by her. Я слышал, что здесь среди нас есть учитель йоги, возможно, он может потом проконсультировать по этому вопросу. Usually very short program every day, could be 10-15 minutes, a small handful of postures could really be helpful in order to strengthen and exercise the bigger joints and your legs. Обычно очень короткая программа упражнений, буквально 10-15 минут в течение каждый день, может помочь для того, чтобы привести
суставы и вообще тело в нужную форму. For now, in general sitting sasana posture, the most important is to be able to sit freely with a erected back. На данный момент наиболее важно будет в позиции дзен это сидеть достаточно свободно с абсолютно выпрямленной спиной. And secondly, that you can keep your knees below your hips. И второе, ваши колени должны находиться ниже бедер, ну, где таз. And we have a lot of cushion to help us doing that. So even in whatever posture you sit in, you could even sit in a chair, but this is not the case here now, but that you keep your knees lower than your hips, so you don't close in the joints. Здесь у нас достаточно много подушек и разного вида подушек, которые нам могут в этом помочь. Дело, даже, вы можете сидеть даже на стуле, но в данный момент это не так важно, потому что никто им не пользуется. Важно то, чтобы ваши, по-русски таз, да, все-таки, таз был выше, чем колени, то есть не закрывать вот эту область. And then sitting in a triangle posture, like some people here do, also give the best base for the spine, but also as your sasana deepen, you have a very firm way of sitting without collapsing. Очень важно, что вот эта вот форма треугольника, в которой, ну, когда мы сидим, как расставлены колени, потому что, во-первых, это дает устойчивую позицию, и со временем, когда ваш дзен будет более глубоким, вот этот треугольник поможет быть более устойчивым, чтобы ничего не случилось. So experiment a little bit with your cushion setup. Sometimes you can use one extra, sometimes one less. So you change a little bit, so your body don't become too accustomed to just one way of sitting. Экспериментируйте с подушками. Возможно, в какой-то момент вам нужно на одну подушку больше или на одну подушку меньше. Не нужно, чтобы ваше тело привыкало только лишь к одному определенному способу посадки. And to the degree where you can overcome some of these physically obstacles, then maybe within some months, maybe half a year, you can build up a very stable and solid sitting posture. И со временем, когда вы разберетесь со всеми вот этими физическими подробностями, где-то через несколько месяцев или через полгода вы сможете выстроить стабильную позицию. And this is my hope that, and my encouragement to you that with Shodo Harada Roshi coming next year, that you have a good chance to take advantage of his visit by doing your homework. И моя надежда и также то, чем бы я хотела вас вдохновить и приободрить, это то, что в следующем году Сёдо Харада Роси приедет в Москву, и вы сможете как бы использовать все эти преимущества, особенно если вы будете делать свою домашнюю работу. And thanks to Anya and Kostya, who provides these facilities on a weekly basis in town, in Moscow. No, not only me and Kostya, but more for person. Good. Косан говорит, что спасибо Анне и Косте за то, что у нас есть эта возможность заниматься дзен еженедельно. Но добавил, что сейчас гораздо больше людей, кто это делает. This is a unique chance to exercise in a group